Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Сегодня я предлагаю поискать клад вот среди этих браслетов. Возможно, что-то интересное и попадется. Будем разбирать все украшения и, конечно, в приближенном положении я вам все это покажу. Все браслеты хранятся у меня в разных местах. Есть браслеты, которые есть просто на стойках с украшениями. Есть браслеты, которые находятся в коробке. Вот коробка, которая в дальнем углу моей коллекции находится. И, в общем-то, я практически редко туда заглядываю. Давайте будем сегодня это все разбирать. И давайте приступим. Браслет, который номер 1 на этой стоечке находится, это браслет вот такие листья. Листья покрыты эмалью. Вот так он закрывается, открывается. Маркировки я не вижу у этого браслета. Думаю, что он относится к 70-м, 60-м годам. Такой вот классический сюжет. Красивые очень листья, матовые. Красивый браслет. Буду брать все подряд. Сразу несколько браслетов возьму и буду разбираться. Так, браслет эмаль, без маркировки, но со страховочной цепочкой. Признак того, что, возможно, какая-то известная компания произвела этот браслет, но вот нет маркировки. Здесь пластик. Немножко есть сход. Вот сказала пластик, а на самом деле это же и не пластик, это металл. Такая вставка металлическая, покрытая эмалью. Сначала подумала, что это пластик. Нет, это не пластик, это эмаль на металле. Так, следующий браслет. Штампованная филигрань на резинке. Да, вот такой. Я думаю, что вот этот браслет современный, маркировки нет. Идем дальше. Есть и поинтереснее в моей коллекции браслеты. И один из интересных браслетов — это вот такой браслет с галиотисом. Мне очень нравится этот материал. У меня много украшений. Есть и подвески, серьги. Но вот именно в дальнем углу моей коллекции находится этот браслет, потому что он мне большой. Вот, большой, такой жесткий браслет. В общем-то, это совсем не мой вариант. У меня узкое запястье. И, конечно, в носке он никак не приспосаблее, невозможно его приспособить, в общем-то. А так браслет очень красивый, можно рассматривать до бесконечности. Вот эти вот переходы, переливы при каждом повороте галиотиса он меняет свой цвет. В общем, просто завораживает. Люблю я этот материал. Ну, как экспонат в моей коллекции он место свое достойное занимает. Следующий браслет. Я думаю, что вот этот браслет может вполне переселиться в какие-то украшения, которые я использую повседневно, ежедневно. У меня большая коллекция украшений, которые я ношу на самом деле. Здесь нет маркировки. Натуральные камни природного оттенка. Думаю, что на загорелой коже будет хорошо смотреться. Именно вот в такой сдержанной цветовой гамме. И на темном фоне будет классно выглядеть. Так что этот браслет я переселяю в коллекцию для носки. Я показываю, вот и в прошлом видео я показывала именно те браслеты, которые я не ношу, не надеваю, берегу, как говорится, как зеницу ока берегу эти браслеты, но они иногда попадают, как говорится, не в свое, так сказать, место. Вот этот браслет простецкий. Почему сюда определила? Потому что, как в ежедневной носке, мне он не интересен. И, в общем-то, решила я его убрать подальше. Хотя думаю, что он здесь тоже как бы не свое место занимает. А следующий браслет, который
знаю, что в моей коллекции он давно находится, и это винтажный браслет, винтажный пластик. Интересная застежка, маркировки у этого браслета нет. Браслет, по-моему, принадлежал бабушке мужа, есть такие бусы. И вот такой вот винтажный пластик. Ну вот хороши именно прозрачные бусины. Посмотрите, внутри бусин есть пузырьки. Простите, что дает такую легкость, воздушность самому браслету в общем виде. Такой классный браслет, ну прям винтаж, винтажный. Ну, я его тоже берегу, мне жалко, например, при соприкосновении с водой вот эта вот застежка будет как бы изнашиваться и страдать, поэтому не надеваю я этот браслет. Так, следующий браслет тоже винтажный, и это кристаллы, вернее, бусины с эффектом бензинового стекла. Хотела сказать Аврора Бореалис, но это нет, это эффект бензинового стекла. То есть именно вот этот блеск нанесен на одну сторону бусины. И вот такой вот бензиновый яркий перелив. Опять-таки здесь есть винтажная застежка. Маркировки нет, но я думаю, тоже он относится к 70-м, 60-м годам. Такие вот переходики использовались именно вот в 70-е годы. Так, идем дальше. Следующий браслет я люблю и, скажу честно, по незнанию в первые годы жизни и обладания этим браслетом я его носила, надевала летом, в общем-то, но на самом деле этот браслет не простой, это браслет Арт. Арт-компания тоже американская, известная. И вполне себе, так сказать, не из дешевых этот браслет. Собран из бусин. Здесь вот натуральные деревянные бусины и пластиковые. И такие мелкие жемчужные бусины. В общем, в целом браслет такой яркий, летний, красивый. Хотя, думаю, если какое-то мероприятие летнее посетить, то вполне оно может быть аккуратно, но использовать все-таки нужно. Одна из зрительниц мне написала, как так, все украшения, которые у вас есть, они такие прекрасные, их нужно обязательно выгуливать, их нужно обязательно показывать людям, любоваться самой и дать полюбоваться другим. Но, в общем-то, я все-таки бережно отношусь, ну и, конечно, прислушиваюсь к вашему мнению. Иногда все-таки их нужно все-таки выгуливать. Конечно же, такую красоту нужно все-таки и показывать. Следующий браслет. Это вот такой, кстати, два похожих браслета. Я думаю, что их нужно показать вместе. И это пластиковые бусины. Почему я говорю пластиковые? Потому что, видите, здесь как бы с потертости белесые. Если бы это было стекло, потертости бы таких не было. Возможно, при ударе был бы скол. А здесь вот такие потертости на застежке. Такой. И очень похож на этот браслет. Вот следующий браслет, который хочу вам показать, это вот такой. То же самое, принцип тот же самый, но я думаю, что вот этот браслет более часто использовали, носили. Поэтому тут белесые вот эти потертости более, как сказать, явно заметны. И застежка уже совсем другая. Возможно, они просто отличаются по возрасту. Возможно, вот этот браслет более старшего возраста, а этот более, так сказать, молодой, соответственно, пострадал в носке меньше. Но великолепные цвета, камера очень хорошо передает оттенок. Здесь вот такой холодный с небесным оттенком. Здесь вот такой немного морской цвет глубокой воды. Но два браслета, думаю, что просто классно, великолепно смотрится. Думаю, что их даже вместе можно носить. Они, кстати, не тяжелые. Пластик такой, хотя и он плотный. Видите, он как бы набитый такой плотный пластик, но браслеты не тяжелые. Ну, два браслета сразу, это прям феерия, да, цветов, оттенков будет. Так, ну и
шедевром сегодняшнего показа, вот такого, как сказать, в кавычках шедевра, хочу вот представить вам вот такие браслеты. Ну, обычные классические браслеты, и здесь вот один еще остался, с красивыми кристаллами, браслеты на резинке. И вот этот браслет тоже, кристаллы просто великолепные, красивущие кристаллы. Кстати, вот эти браслеты можно, думаю, вместе как-то их сочетать вот в таком варианте, да? Как вы считаете? Думаю, вполне себе вот этот вариант носибельный, красивые браслеты. Вот такой сегодня показ получился, мои дорогие друзья. Жду ваших впечатлений, комментарии пишите, какие-то дополнения к моему рассказу, какие-то замечания. Я тоже, конечно, все учитываю, разумные замечания, те замечания, которые будут улучшать качество видео на моем канале. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. Я с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.